Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео мы с вами поближе посмотрим и протестируем продукцию сайта AliExpress. По традиции в начале видео короткое слайд-шоу с теми товарами, о которых пойдет речь в данном обзоре. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Всем приятного просмотра! Итак, давно на сайте AliExpress я заказывала две безопасные фрезы разной формы, но, к сожалению, продавец прислал мне две одинаковые. Как только продавец убедился в своей ошибке, он тут же выслал мне еще одну фрезу и попросил не открывать спор. В одном из своих видео с распаковками я показывала одну безопасную фрезу, но не показала ее в деле. Так вот, в этом видео мы рассмотрим с вами две безопасные фрезы, посмотрим, чем они друг от друга отличаются, проверим их в работе, ну а потом уже каждый сам для себя решит, нужны ли ему такие безопасные фрезы. Ну а начать видеообзор я хотела бы с силиконового коврика. Дело в том, что именно такой силиконовый коврик на сайте AliExpress я заказываю уже второй раз. И это не потому, что с моим первым ковриком что-то случилось. Нет, просто когда ко мне пришел первый коврик, я сразу же поняла, что это очень хороший и качественный силиконовый коврик. Я тут же побежала на сайт AliExpress заказать у этого же продавца еще один. Но, к сожалению, товар отсутствовал. Причем в наличии этого товара не было очень долгое время. Поэтому, как только он появился, я, конечно же, заказала еще один про запас. Подобные силиконовые коврики представлены во многих магазинах по различной цене. Но именно эти силиконовые коврики, они больше по размерам 60 на 40. И сам силикон, он очень плотный и толстый. Думаю, многие девочки, у кого есть силиконовые коврики, сталкиваются с такой проблемой. Коврик не лежит плотно на поверхности. По краям он как бы собирается в сборки такие. Это очень неудобно. Так вот, эти коврики очень плотно лежат на всей поверхности стола, не задираются. За счет своей плотности они не задираются, не загибаются и сильно не растягиваются. Мой фон – это просто распечатанная картинка на матовой фотобумаге. Сверху я застилаю силиконовый коврик, соответственно, мой фон всегда чистый, ну а коврик легко очистить ацетоносодержащей жидкостью. Таким образом, ни стол, ни распечатанный фон не страдают от моего творчества. У кого есть маленькие детки, которые любят рисовать, либо занимаются лепкой пластилином, присмотритесь к данному коврику. На мой взгляд, на детском столе такой коврик просто незаменим. Ну а дальше речь пойдет о очень красивом стеклянном многофункциональном стаканчике в виде короны. Как только я увидела этот товар на AliExpress, я сразу поняла, что мне нужно сразу два. Стаканчик сделан добротно, стекло толстое, не хрупкое, то есть когда вы держите его в руках, нет такого ощущения, что вы вот сейчас чуть-чуть надавите и все, стаканчик разобьется. Данную вещицу можно использовать и как подставку для кисточек во время работы, ну и, конечно же, как стаканчик, да, наливаем любую жидкость и используем по назначению. В стаканчике можно наливать и холодную, и горячую воду. Я уже наливала горячую воду, все нормально, стаканчики не треснули. Также этот стаканчик может служить держателем для ваших повседневных украшений. Пришли с работы и сложили свое украшение в стаканчик. Очень удобно. Ну а дизайн стаканчика, думаю, подойдет к любому интерьеру. Два стаканчика я получила в целости и сохранности. Продавец тщательно упаковал посылку. Воздушно-пузырчатая упаковка, плюс большие пакеты с воздухом. Да и саму посылку до моего пункта назначения доставили очень быстро. Ну а следующий товар – это силиконовые напальчники. Не так давно у меня закончились латексные напальчники, и тут на просторах AliExpress я увидела силиконовые. В первую очередь меня, конечно же, подкупило то, что они многоразовые. Во время творческого процесса я зачастую забываю одевать перчатки. Да к тому же это не совсем удобно. К примеру, для того, чтобы разблокировать телефон, перчатки нужно снять. Ну а так как с агрессивными жидкостями мы, к сожалению, контактируем довольно часто, защищать кожу рук все-таки необходимо. В некоторых случаях напальчники очень выручают. Быстро одел, быстро снял. К тому же они еще и многоразовые. Я заказала комплект из 5 штук, все напальчники разного размера. 3 напальчника очень хорошо и плотно сидят на моих пальчиках, но вот 2 напальчника как-то совсем не подошли по размеру. Думаю, из 2 комплектов можно собрать хорошую пятерню. На самих напальчниках есть маленькие зубчики, они предназначены для того, чтобы в процессе работы предметы не соскальзывали у вас с рук.
Я покажу вам, в каких случаях мне удобно использовать напальчники, но думаю, каждый сам для себя сможет найти им применение в хозяйстве или в быту. На рабочем столе такой комплект не займет много места и всегда будет на виду, что, на мой взгляд, немаловажно. Ну и, конечно же, экономия одноразовых перчаток тоже существенный плюс. Ну и следующий товар, о котором мне хотелось бы рассказать, это вращающаяся платформа. Я, конечно же, понимаю, что многим данное устройство в принципе не нужно, да я и сама долго думала, нужна ли мне эта штука. На картонной коробке краткая инструкция на китайском языке, больше никаких инструкций не прилагается. Помимо картонной коробки, платформа была еще упакована в целлофановый пакет. На самой зеркальной платформе защитная пленка. У продавца представлено на выбор два цвета корпуса – белый и черный. Я выбрала белый. Корпус пластиковый, на корпусе 3 кнопки, и каждая из них включает, переключает и выключает выбранный режим. Под кнопками мы видим вход для USB-провода. В комплектацию USB-провод прилагается, правда без адаптера, длина провода примерно 1,5 метра. Подключаю устройство к розетке и начинаю разбираться с режимами. На коробке разобраться очень сложно, но в магазине, в описании у продавца все доходчиво описано на русском языке. Как только мы подключили платформу к сети, загорается лампочка, и горит она зеленым цветом. Как только мы выбрали один из режимов, платформа начинает вращаться, и лампочка горит уже красным цветом. При переключении с одного режима на другой цвет лампочки не меняется. Полностью остановить платформу можно длительным нажатием на эту же самую кнопку. После этого лампочка снова будет гореть зеленым цветом. Для того, чтобы у меня ничего не отражалось и не бликовало, у меня на платформе сейчас защитная пленка и вырезанный круг из бумаги. Итак, режим под номером 1. Нажимаю на кнопку, и платформа начинает вращаться по часовой стрелке. При повторном нажатии на эту же кнопку платформа начинает вращаться против часовой стрелки. Кнопкой под номером 2 мы выбираем режим скорости вращения 2, 4 либо 6 оборотов в минуту. Все 3 режима скорости переключаются последовательно путем нажатия на одну и ту же кнопку под номером 2. Третья кнопка включает режим вращения платформы и вправо, и влево. В третью кнопку заложено 4 последовательных режима. Предмет на платформе будет вращаться вправо и влево на 45, 90, 180 или 360 градусов. При этом параллельно можно выбрать также режим скорости вращения при помощи кнопки под номером 2. Для меня немаловажным фактором при выборе платформы было то, что она может работать от батареек. Тут понадобится 3 батарейки типа 3А, ну или как их еще называют, мизинчиковые. Батарейки в комплектацию не входят. Либо одна аккумуляторная батарейка формата 186-50. С 3 мизинчиковыми батарейками платформа работает точно так же, как и от сети, но, возможно, скорость вращения заметно изменится, как только батарейки сильно разрядятся. Единственное, когда платформа работает от батареек, не горит лампочка. Отменить любой выбранный режим и полностью остановить вращение платформы можно путем длительного нажатия на любую из 3 кнопок. Ну а дальше речь пойдет о тросе из нержавеющей стали с закручивающимся замком. В принципе, это многофункциональная вещь, ее можно использовать в качестве ключницы. У продавца на выбор представлено 5 размеров, я заказала размер 85 мм. Думаю, многие девочки уже догадались, что мне эти тросики нужны для организации и хранения типс. Когда-то я заказала 5 маленьких тросиков и наивно полагала, что хватит мне их вот прям вот совсем-совсем надолго. Но сейчас я поняла, что мне еще нужно вот 5, но уже побольше, подлиннее. В принципе, рассказать что-то о данном товаре мне особо нечего. Металл обработан качественно, застежки надежные. Вот, впрочем, и все. Ну а дальше мы с вами рассмотрим силиконовые кисточки. Упакованы они в обычный пакет в наборе 5 штук. Ручки у кисточек пластиковые, обоймы металлические. У продавца на выбор представлены 2 вида кисточек с белым и черным силиконом. Я выбрала с черным. У меня есть кисточки и с белым, и с розовым силиконом, но вот теперь будут еще и с черным силиконом. Черные силиконовые кисточки на данный момент у меня самые мелкие. Розовые чуть побольше, ну а белые еще больше.
Силиконовые кисточки у меня всегда под рукой, они отлично выручают в различных ситуациях. В одном из своих ближайших видео я обязательно покажу эти кисточки в работе, а точнее будем с вами лепить. Ну а дальше у меня набор дотсов. Мы используем дотсы для создания точечных дизайнов, но в принципе это тоже такой сподручный инструмент, которым всегда легко что-то быстро размешать, либо расставить точки гелем для выкладки страз. Я решила обновить свои дотсы, причем до этого у меня был практически точно такой же по дизайну набор. Тут мне очень нравится то, что каждый дотс имеет отличную по цвету ручку от других дотсов. Это очень удобно. То есть со стаканчика я могу достать дотс именно того размера, который мне нужен, ориентируясь по цвету. Возможно, кто-то из вас задастся вопросом, что же я сделала со своими дотсами, что мне пришлось их обновить. Если честно, то свои старые дотсы в качестве инструмента для дизайна я использовала очень редко. Часто я ими что-то пыталась отковырять, что-то пыталась отскоблить, либо что-нибудь прогнуть. В общем, какие-то старые дотсы у меня прогнулись, какие-то поломались. Я думаю, я и дальше буду ковыряться именно старыми дотсами, ну а новые уберу и буду доставать только для создания дизайнов. Ну, во всяком случае, я на это очень надеюсь. Ну и следующий товар – это жидкие кристаллы с сайта AliExpress, а точнее от компании Laguna Moon. В малюсеньком пластиковом контейнере 2 грамма продукта, и скажу вам, это очень мало. Расходуется данное средство очень быстро, так как для хорошего красивого эффекта нужно нанести средство в 2 тонких слоя, либо в 1 такой толстый слой. Наносить данное средство лучше какой-нибудь мягкой кисточкой, для того, чтобы не было сильно видно разводов. На черной подложке жидкие кристаллы после высыхания смотрятся эффектнее всего. Через 5 минут, когда кристаллы подсохнут, мы получаем очень залипательный и очень интересный эффект. Жидкие кристаллы сохнут на воздухе. Для того, чтобы ускорить процесс высыхания и не ждать 5 минут, можно воспользоваться феном либо вентилятором. Изменение цвета происходит в тепловом диапазоне от плюс 18 до плюс 35. При очень высоких температурах и либо при очень низких температурах изменения цвета наблюдаться не будет. Такой термоэффект на ноготках будет держаться недолго, примерно чуть больше 2 недель. На типсах этот эффект держится намного дольше. Буквально месяц назад я выпустила видео о жидких кристаллах от компании Dance Legend. Там я больше тестирую сам продукт. Если вам нужно больше информации о жидких кристаллах для нейл-арта, посмотрите это видео. Ссылочку на видео я оставлю в описании. Сейчас на ваших экранах как раз те типсы, на которых жидкие кристаллы от компании Dance Legend. И как вы сами видите, жидкие кристаллы до сих пор реагируют на изменение температуры, хотя прошел уже месяц. Следующие 3 товара на обзор мне прислали с магазина Magic Digit на AliExpress. Это 3 холдера, 2 из которых очень-очень красивые. Для начала давайте рассмотрим холдер для хранения пластин для стемпинга размером 6 на 12 с подложкой. Очень качественно сделан холдер, хорошо прошит и сияет всеми цветами радуги. У каждого файла кармашки для пластин с 2 сторон. Пластины с подложкой без проблем размещаются в каждом кармашке. В таком холдере вы без проблем разместите 20 пластин для стемпинга размером 6 на 12 см с подложкой. При полном наполнении холдера вы без проблем застегнете холдер на кнопку застежку. Следующий холдер предназначен для хранения пластин размером 9,5 на 14,5 см плюс подложка. Тут также 10 файлов, на каждом из которых с 2 сторон по кармашку. У меня нет 20 пластин надлежащего размера с подложкой, но думаю, что даже при полном заполнении холдер без проблем застегнется на кнопку. У всех 3 холдеров в нижней части каждого кармашка есть специальный вырез. Он сделан для того, чтобы вы могли немного подтолкнуть пластину, для того, чтобы вам было легче ее вынуть с кармашка. Ну и последний холдер предназначен для хранения 20 пластин размером 6 на 12 см с подложкой. Холдер также очень симпатичный, но немного попроще и, соответственно, дешевле. К качеству холдера у меня никаких вопросов нет, кармашки удобные, пластины с подложками легко размещаются. Единственный момент: при полном заполнении холдер застегивается с усилием, но думаю, хлястик немного со временем растянется и этой проблемы уже не будет. Надеюсь, вы еще не уснули, видео получается длинным, ну и закончить данный видеообзор мне хотелось бы 2 безопасными фрезами с сайта AliExpress. Такие фрезы называют также Only Clean, либо фрезы Pusher. Первая фреза у нас имеет 6 граней, тупой кончик и ее рабочая часть 7 мм.
Вторая фреза также с тупым носиком, но тут рабочая часть фрезы как бы разделена на 3 части. На каждой из частей очень много горизонтальных насечек. Это просто насечки, никаких зубчиков ни на одной, ни на второй фрезе нет. Давайте посмотрим в деле на первую фрезу и для начала протестируем ее на типсе. На фрезере у меня выставлено 15 тысяч оборотов. При обычном моем нажиме во время работы типс практически не деформируется. Если приложить больше усилия и надавить фрезой на типс, то, конечно же, появляются пропилы. Но в аппаратном маникюре так сильно давить фрезой на поверхность в принципе нельзя. Это я показала исключительно для того, чтобы вы не думали, что раз фреза безопасная, значит ею можно работать как угодно. С любыми фрезами мы работаем все равно аккуратно. По коже данной фрезой можно водить сколько угодно, и с нажимом, и без нажима. Для кожи данная фреза действительно абсолютно безопасна. Пушером слегка отодвигаю кутикулу и попробуем данной фрезой очистить нижнюю часть кутикулы, то есть птеригий. Маникюру чуть больше 2 недель, кутикула у меня особо не отросла, но она у меня и в принципе не торопится расти. Мои ноготки – это пушеры, которые всегда со мной. В течение дня я очень часто отодвигаю кутикулу на своих ноготках. Ну, конечно же, масла, крема. И за счет этих действий у меня кутикула практически не отрастает. К тому же у меня очень близко расположены капилляры. Я очень редко обрезаю себе кутикулу. Зачастую мне хватает просто удалить роговевший слой при помощи ремувера. Именно этой фрезой я уже делала маникюр одной из своих девочек, которая по определенным причинам не желает делать обрезной маникюр. Так вот, во время работы она не почувствовала абсолютно никакого дискомфорта. Думаю, что и в следующий раз мы с ней обойдемся без ремувера. В целом могу сказать одно. Данная фреза хорошо и в принципе безопасно удаляет птеригий вдоль линии кутикулы. Фреза слегка приподнимет кутикулу, да и в принципе глубоко лезть под кутикулу я не советую. Данной фрезой не получится вывернуть кутикулу для создания как бы такой юбочки, для того, чтобы потом легче было срезать саму кутикулу. Да и в принципе данная фреза для этого не предназначена. Сейчас вы можете видеть, как я вожу фрезой по глянцевому покрытию. Глянцевое покрытие каким было, таким и осталось. Ну а теперь давайте посмотрим в деле на вторую фрезу. На фрезере у меня выставлено также 15 тысяч оборотов. При тестировании на типсе сразу видно, что фреза, пусть и тонкий слой, но все же спиливает, даже без особого давления на нее. А если фрезу придавить чуть сильнее к типсе, то пропилы получаются уже более серьезнее, нежели от первой фрезы. Но, как я уже говорила, во время работы с фрезами так делать нельзя. Для кожи вторая фреза, так же как и первая, абсолютно безопасна. Вторая фреза немного грубее, в отличие от первой, но тем не менее она намного безопаснее, нежели обычные привычные для нас фрезы. Многие советуют данные фрезы новичкам. По большей части я с ними согласна. Начать действительно лучше именно с таких фрез. Единственное, давайте не забывать, что у новичков еще не поставлена рука, и им сложно контролировать давление на фрезу. Единственное успокаивает то, что даже если дрогнет рука и образуется пропил, он будет не настолько критичным, как от обычной фрезы. Мне больше понравилось работать фрезой под номером 2. Она немного грубее, но за счет этого процесс удаления птеригий проходит намного быстрее. А так обе фрезы, на мой взгляд, отлично справились со своей задачей, ну, конечно же, первая фреза побезопасней будет. Хочу немного подытожить. Обе фрезы безопасны для кожи рук. Пропилить ноготок первой фрезой сложно, но можно, если вдруг по каким-то непонятным причинам вы сильно прижмете фрезу к ноготку. Но вот вторая фреза даже без особых усилий может пропилить ноготок, если ею неправильно работать в подкутикульном пространстве. Сейчас на экранах вы видите, как я вожу фрезой по глянцевому покрытию, и как вы сами можете видеть, покрытие потихонечку, но спиливается. Ну а так как у второй фрезы много горизонтальных насечек, фреза забивается. Но на протяжении всего процесса у меня не возникало такого ощущения, что вот фреза забилась, она как-то стала хуже работать, ее нужно почистить. От начала и до конца фреза отлично справлялась со своей задачей. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Все ссылки на представленные товары вы сможете найти в описании под видео. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. А если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!